Канал Валерия Табакова представляет «Дело Ирины Фарион. Подозрение в фальсификации доказательств. Гильза у подъезда номер 6». Добрый день, уважаемые зрители. Я Валерий Табаков, юрист. Я веду этот YouTube-канал, чтобы объективно и профессионально освещать ход судебных процессов в резонансных уголовных делах в Украине. Сегодня мы подробно разбираем одно из ключевых противоречий в деле об убийстве Ирины Фарион, которое произошло 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика, 3. Друзья, речь пойдет о возможных нарушениях в ходе следственных действий, связанных с изъятием гильзы калибра 9 на 18 мм Макаров, важного вещественного доказательства, которое играет центральную роль в расследовании. Моя цель как независимого юриста – не представлять интересы сторон, будь то обвинение или защита, а проанализировать факты, которые уже стали частью открытого судебного процесса в Шевченковском районном суде города Львова и привлечь внимание общественности к возможным нарушениям закона. Кроме того, мы детально рассмотрим позицию адвокатов обвиняемого Вячеслава Зинченко, Немировского и Сулимы, включая их заявление о подделке видеозаписи, осмотра места происшествия и потенциальные требования проведения технической экспертизы для проверки ее достоверности. Начнем с официального документа, который лежит в основе этого моего анализа. Согласно постановлению о назначении комплексной молекулярно-генетической и баллистической экспертизы, подписанному следователем Национальной полиции Коротким Романом Олеговичем 20 июля 2024 года, гильза калибра 9 на 18 мм Макаров была изъята во дворе дома по улице Масарика, 3 возле подъезда номер 5. Этот документ приобщен к материалам уголовного дела и служит основой для проведения экспертизы, которая должна установить, связано ли это вещественное доказательство с оружием, использованным в убийстве Ирины Фарион. Согласно статье 84 Уголовного процессуального кодекса Украины, протоколы следственных действий, включая постановления, являются доказательствами в судебном процессе. Однако их достоверность может быть оспорена в случае выявления несоответствий или нарушений порядка их составления, что мы и рассмотрим далее. Теперь обратимся к видеозаписи осмотра места происшествия, проведенного в день убийства 19 июля 2024 года. Этот материал также приобщен к уголовному делу и находится в открытом доступе в рамках судебного процесса, поскольку дело рассматривается в открытом режиме в Шевченковском районном суде. Адвокаты обвиняемого Вячеслава Зинченко, Немировский и Сулима обращают внимание на ключевой эпизод, связанный с осмотром территории у подъезда номер 6. Давайте разберем этот эпизод пошагово, чтобы понять, почему он вызывает столько вопросов. На 10-й минуте видеозаписи, снятой у подъезда номер 6, мы видим припаркованный белый автомобиль Peugeot. Область переднего левого колеса четко просматривается. Гильзы там нет. Это подтверждает, что на момент начала осмотра в этой зоне никаких вещественных доказательств не зафиксировано.
видеозапись в этот момент не содержит никаких признаков присутствия гильзы, что является важным для дальнейшего анализа. Теперь переходим к 17-й минуте той же видеозаписи. В той же области у левого переднего колеса автомобиля Peugeot появляется гильза с маркировкой 9/18 Макаров. Это, друзья, вызывает серьезные вопросы. Как гильза, которая согласно постановлению была изъята у подъезда номер 5, оказалась у подъезда номер 6 в ходе осмотра? Адвокаты Немировский и Сулейма утверждают, что это свидетельствует о возможном подбросе или перемещении доказательства, что прямо противоречит официальному протоколу, зафиксированному следователем Коротким, РО. Давайте разберем ситуацию с точки зрения норм Уголовного процессуального кодекса Украины, чтобы понять, какие нарушения могли быть допущены и как они влияют на дело. Мы рассмотрим требования к осмотру места происшествия, позицию адвокатов Немировского и Сулеймы, возможное нарушение следствия, а также их последствия для судебного процесса. Сначала обратимся к требованиям к осмотру места происшествия, закрепленным в статьях 223 и 237 УПК. Осмотр места происшествия должен быть непрерывным, фиксироваться на видео и в протоколе с обязательным участием не менее 2 понятых, как указано в части 4 статьи 223. Кроме того, изъятие вещественных доказательств, таких как гильза, требует немедленной фиксации их местоположения, времени и обстоятельств, что предусмотрено частью 6 статьи 237. Если гильза появилась между 10 и 17 минутами видеозаписи, это может указывать на нарушение непрерывности видеофиксации. В этом случае, согласно статье 104 УПК, любые паузы или изменения в записи должны быть обоснованы в протоколе, а их отсутствие делает видеозапись потенциально недопустимым доказательством по статье 87 УПК. Далее, перемещение гильзы из одного места, такого как подъезд номер 5, в другое, то есть подъезд номер 6, без соответствующего протоколирования, нарушает принцип неприкосновенности места происшествия. Это делает гильзу потенциально недопустимым доказательством, поскольку нарушен порядок ее изъятия, как указано в статье 86 УПК. Теперь рассмотрим позицию адвокатов Немировского и Сулеймы, представляющих обвиняемого Вячеслава Зинченко. В открытых источниках, включая судебные отчеты и публикации в СМИ, адвокаты неоднократно заявляли о многочисленных нарушениях в ходе следствия. В частности, они указывали на отсутствие понятых при некоторых следственных действиях, что прямо противоречит статье 223 УПК. Кроме того, они отмечали несоответствия в фото- и видеофиксации, включая отсутствие одерологической экспертизы в день осмотра места происшествия. Также адвокаты выражали сомнения в достоверности баллистической экспертизы, поскольку, по их мнению, гильза может не иметь связи с местом преступления. В данном случае Немировский и Сулейма утверждают, что появление гильзы у подъезда номер 6 – это либо результат халатности
следственной группы, либо умышленного подброса доказательства для создания видимости связи с обвиняемым. Они настаивают на необходимости исключения гильзы из числа доказательств и проведения технической экспертизы видеозаписи для проверки ее целостности. На октябрь 2025 года адвокаты активно оспаривают допустимость ряда доказательств, включая видеозапись осмотра, называя ее возможным фальсификатом, как это было заявлено на судебных заседаниях в марте 2025 года. Хотя на текущий момент нет подтвержденной информации о подаче конкретных ходатайств о технической экспертизе видеозаписи или о признании гильзы недопустимым доказательством, их заявление о подделке записи и требования проверки указывают на вероятность таких ходатайств в ближайшем будущем. Эти действия адвокатов направлены на защиту прав обвиняемого и подчеркивают необходимость независимой экспертизы для установления истины. Далее перейдем к возможным нарушениям следствия, которые могут быть квалифицированы по Уголовному кодексу Украины. Если гильза была случайно перемещена, например, из-за плохой организации осмотра, это может быть квалифицировано как служебная халатность по статье 367 Уголовного кодекса. Такое нарушение влечет наказание в виде штрафа, исправительных работ или ограничения свободы до 3 лет. Для следователя Короткова Романа Олеговича это также может повлечь дисциплинарную ответственность, согласно статье 69 Закона Украины о дисциплинарном статуте. Однако, если речь идет об умышленных действиях, то возможна квалификация по статье 364 УК «Злоупотребление властью, когда гильза была подброшена для усиления обвинения», что влечет лишение свободы до 6 лет. Кроме того, по статье 366 Уголовного кодекса служебный подлог, то есть заведомо ложные сведения в протоколе об изъятии гильзы, предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Наконец, воспрепятствование правосудию по статье 376 УК охватывает умышленное искажение доказательств для влияния на ход дела с наказанием также до 5 лет. Для доказательства умысла необходима техническая экспертиза видеозаписи на предмет монтажа, допрос участников осмотра, а также сравнение протоколов осмотра территории у подъездов номер 5 и номер 6. Теперь рассмотрим влияние этих нарушений на дело в целом. Гильза является ключевым вещественным доказательством, связывающим оружие с местом преступления. Если ее изъятие или фиксация признаны недопустимыми, это подрывает результаты баллистической экспертизы, назначенной постановлением от 20 июля 2024 года. В результате это может привести к исключению гильзы из числа доказательств по статье 87 УПК. Дополнительно это может повлечь переквалификацию обвинения Вячеслава Зинченко, например, с умышленного убийства по части 2 статьи 115 УК на менее тяжкое преступление или даже к оправданию, если другие доказательства окажутся недостаточными. Для стороны потерпевших, включая дочь Ирины Фарион и ее адвоката Романик, такие нарушения
становится основанием требовать нового расследования для установления истины. В публичном контексте с учетом судебных отчетов, начиная с февраля 2025 года, адвокаты Немировский и Сулейма уже называли следствие спектаклем, указывая на несоответствие фиксации улик. Это усиливает значимость видеозаписи как доказательство возможной фальсификации и подчеркивает важность проверки всех обстоятельств. Как юрист я вижу в этих фактах серьезное основание для проверки действий следственной группы. Согласно статье 214 УПК, любые сведения о возможных нарушениях должны быть внесены в единый реестр досудебных расследований ЕРДР для проведения проверки. Если техническая экспертиза подтвердит, что гильза появилась на видеозаписи без объяснения, это может быть квалифицировано как нарушение процессуальных норм, то есть недопустимость гильзы как доказательство по статьям 86 и 87 УПК. Кроме того, это может повлечь уголовную ответственность в виде халатности или подлога со стороны следователя Короткого Романа Олеговича и других участников осмотра. Наконец, учитывая широкий общественный резонанс дела Ирины Фарион, такие нарушения требуют внимания со стороны Государственного бюро расследований и органов прокуратуры. Я предлагаю следующие шаги, которые помогут укрепить прозрачность судебного процесса. Во-первых, для адвокатов Немировского и Сулеймы продолжать настаивать на проведении технической экспертизы видеозаписи по статье 242 УПК, что позволит установить, был ли монтаж или подброс, и даст основание для признания гильзы недопустимым доказательством. Во-вторых, для общественности я рекомендую направлять обращение в Государственное бюро расследований по контактам dbr.gov.ua с требованием расследовать действия следственной группы, и это право каждого гражданина, закрепленное в статье 55 УПК. В-третьих, для средств массовой информации и правозащитных организаций дело Фарион служит ярким примером того, как нарушения следствия могут подорвать доверие к правосудию. Поэтому я призываю распространять эту информацию, чтобы обеспечить прозрачность и следить за ходом рассмотрения заявлений адвокатов. Друзья, я юрист Валерий Табаков. Я не представляю ни сторону обвинения, ни сторону защиты в этом деле. Моя задача как юриста и автора этого канала показать вам факты, которые требуют тщательной проверки. Противоречие между постановлением об изъятии гильзы у подъезда номер 5 и ее появлением на видеозаписи у подъезда номер 6 ставят под сомнение законность действий следственной группы. Это не только вопрос достоверности вещественных доказательств, но и вопрос справедливости для всех сторон дела, потерпевших, обвиняемого и общества в целом. Заявление адвокатов Немировского и Сулеймы о подделке видеозаписи и их потенциальное требование проведения технической экспертизы является важным шагом к установлению истины, и их развитие станет ключевым моментом в ближайших судебных заседаниях. Если у вас есть информация о событиях 19 июля 2024 года или о действиях следствия, пожалуйста,
напишите в комментариях или свяжитесь со мной через контакты, электронную почту, указанную в описании видео. Подписывайтесь на канал, чтобы следить за обновлениями по делу Ирины Фарион и другим резонансным делам. Давайте вместе добиваться прозрачности и справедливости в судебном процессе. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.